Привет, друзья! Подпишитесь и поставьте лайк, дальше только факты, реальные кадры и правда. Сегодня поговорим о Мюнхенской конференции и ее итогам, а также о совместном производстве оружия Германии и Украины. Узнаем, каким образом Украина разгромила НАТО на поле боя. И начинаем с хороших новостей. Помощь не на словах, а на деле. Украине предоставят рекордную военную поддержку. Партнеры Украины на встрече в формате «Рамштайн» договорились предоставить дополнительную военную помощь на сумму 38 миллиардов долларов. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хилли по итогам заседания в Брюсселе. Зеленский показал первое немецко-украинское совместное предприятие, где уже производят дроны для украинской армии. В общей сложности до конца года Украина откроет еще 10 совместных предприятий по производству украинских дронов. И переходим к Мюнхенской конференции. Рютте жестко унизил Путина на конференции. Россияне хотят выглядеть как могучий медведь, но двигаются со скоростью улитки. Шах и мат Кремлю. Китай направит Украине пакет энергетической помощи. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига. Об этом он заявил после встречи с министром иностранных дел Китая Ван И. Историческая речь Фридриха Мерца в Мюнхене. Мы сделаем Бундесвер самой сильной армией в Европе, как только сможем. Говоря о России, канцлер Германии подчеркнул, что война против Украины должна быть остановлена. Он считает, что Москва должна понять, продолжать войну невыгодно. Она длится уже дольше, чем Вторая мировая, а Запад нанес России серьезные издержки. Остановить конфликт можно только совместными усилиями США, Европы и Украины. Канцлер также заявил, что мир больше не однополярный. Лидерство США оспаривается, а Китай усиливается и может сравняться с Америкой в военной сфере. При этом экономика ЕС почти в 10 раз больше российской, но Европа не использует свой потенциал в полной мере. Канцлер Германии также отметил, что свобода больше не гарантирована, ее необходимо защищать. Линдси Грэм на Мюнхенской конференции призывает сделать две вещи, чтобы остановить Россию. Первое. Поставить Украине томагавки, чтобы изменить уравнение на поле боя. Второе. Принять законопроект о пошлинах до 500% на закупщиков российской нефти и в первую очередь применить его против Китая, так как без Китая прийти к урегулированию не получится. Ван И позиция Китая по Украине. Краткие итоги, не вдаваясь в детали после выступления Ван И. К сожалению, у Китая даже не позиция пророссийского нейтралитета. Это почти прямая поддержка завершения войны на российских условиях, просто с немного иносказательной риторикой, традиционно присущей китайской дипломатии. Вот позиция США в мюнхенской речи Рубио. Кратко по итогам. Рубио звучит как лидер, пытающийся объединить Европу и США. Он очень много говорит об исторической связи с Европой и о необходимости реформировать международные институты. Разительный контраст по сравнению с прошлогодней речью Венза, от которой был полнейший шок. Рубио аплодируют не все, Кая Каллас, например, не стала. Доверять Рубио сложно, зная, кто его босс, это понятно, но Рубио как может пытается минимизировать ущерб от Трампа. Вот мнение посла США в НАТО: Китай мог бы позвонить Путину и закончить эту войну уже завтра, однако пока что все с точностью да наоборот. По словам Мэтью Уиттекера, Пекин фактически поддерживает Россию, продолжает покупать нефть и газ и поставлять технологии двойного назначения, которые помогают вести войну. У мира есть немало возможностей усилить давление на Китай. Зеленский буквально размазывает Путина на Мюнхенской конференции. Вот его цитаты. «Путин не живет как обычные люди. Он не может представить жизнь без власти или после власти. Обычные вещи его не интересуют». Путин советуется скорее с царем Петром и императрицей Екатериной о территориальных завоеваниях, чем с кем-либо из живущих о реальной жизни. Путин может видеть себя царем, но на самом деле он раб войны. А если он проживет еще 10 лет, мы понимаем, что это возможно. Он сможет перегруппироваться, восстановиться и снова расширяться. И немного президент затронул дружка Путина. Зеленский сказал, Орбан может думать о том, как отрастить себе живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы остановить возвращение российских танков на улицы Будапешта. А премьер-министр Дании призвала наносить удары вглубь России, потому что русские понимают только силу. Вы не можете выиграть войну, просто имея оружие на плечах. Украине необходимо получить все необходимое для победы.
Силы обороны Украины не говорят как политики, а действуют. Брянск и область частично осталась без электроснабжения и тепла после удара по подстанции Новобрянская. Белгородские паблики пишут про ракетную атаку ВСУ на Белгород. Серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Гауляйтер Белгорода Гладков твердо и четко, а главное без паники и по плану, заявил, что горячей воды и отопления до конца отопительного сезона не будет, и добавил, что все цели СВО будут достигнуты, нужно просто немного потерпеть. В оккупированном Крыму вблизи Новоозренного уничтожен большой бронированный катер БК-16. Это российский скоростной многоназначительный катер, предназначенный для переброски личного состава, высадки десанта и проведения специальных операций в прибрежной зоне. Переходим к одному из главных новостей выпуска. ВСУ разгромили войска НАТО во время учений. В тренировочном бою 10 бойцов ВСУ за полдня вывели из строя 17 единиц бронетехники и нанесли 30 ударов по другим целям. При таком темпе за сутки силы НАТО могли бы потерять до 2 батальонов. А США захватили новый подсанкционный танкер в Индийском океане. Армия США захватила нефтяной танкер «Вероника-3» в Индийском океане после преследования судна от Карибского моря, сообщает Пентагон. Танкер попал в санкционный список за перевозку иранской нефти. После решения Маска отключить Starlink почти 90% российских бригад потеряли стабильную связь. Дополнительно по оккупантам ударили рестрикции на Telegram. ВСУ уже начали пользоваться этим на Запорожском фронте. Также отмечается важный удар по Судже, где уничтожены 6000 беспилотников, одна из крупнейших потерь Москвы за все время войны. Вот как российский мальчик-оккупант в трусиках пытается наладить связь после блокировки Старлинка, но что-то пошло не по плану. На этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.